Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами по вторникам с Игорем Мосейчуком. Это прямой эфир, он на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, знаете, много есть тем, чтобы их обсудить, и такие большие геополитические. Конечно, Трамп повстречал журналистку из Украины, ответил по поводу 17 патриотов. Есть внутриполитические очень острые темы, потому что вроде как сейчас, да, они любят это ночью делать. Ну, знаете, как это бал у сатаны. Фракцию собирает слуг народа Зеленский и дает им пистона. В общем, о пистонах поговорим, о пианино поговорим, о хоре, который подпевал, и тоже поговорим. В общем, обо всем поговорим. Два слова о формате эфира. Значит, QR-код, который видите на экране, возможность поддержать канал и параллельно задать вопросы. С этих вопросов начнем сессию ответов на вопросы в конце программы. Точно так же в клубе зрителей Шелеста, закрытый клуб, сообщество в телеграм-канале, там тоже можно задать вопрос. И абсолютно открыто сообщество YouTube. Здесь прям вот пишите свои вопросы. Традиционно наш канал коммуникации. Это если заранее хочется задать вопрос. Если хотите задать вопрос прям вживую во время эфира, чат трансляции к вашим услугам. Единственное, что вначале не задавайте, дождитесь финала, да, вот этой сессии ответов на вопросы. Ну, а чтобы чат не грустил, очень увлекательный опрос мы приготовили. Сколько вы готовы терпеть войну? Все по КМИС. Все вот как наши социологи. Значит, варианты ответов. Нисколько, пора заканчивать. Столько, сколько нужно. Я не терплю войну. Мне все равно. И год максимум. Это вот чтобы были какие-то, знаете, ну там оценки. Год максимум. Значит, Игорь Владимирович, ну вопрос к вам. Сколько вы готовы терпеть войну? Как проголосовали? Ну, вообще нисколько. Я бы проголосовал. Я бы проголосовал, что ее надо было окончить в Стамбуле. И не терять миллион жизней, не терять территории, не терять промышленность, экономику, ну и все остальное. Но, к сожалению, я так понимаю, что хоть запах мира и витает в облаках, но он не совсем досягаем. Буквально перед эфиром разговаривал с своим там хорошим знакомым, одним из политконсультантов американских. Он там в узком кругу имел разговор с госсекретарем, и реально госсекретарь сказал, что рассчитывать на то, что это будет в ближайшие месяцы, не стоит. Вот где-то вот так вот выглядит ситуация. Вы верите госсекретарю или этому инсайду? Я верю тому, что он это сказал. А будет ли это так или нет? Насколько я понимаю по деятельности, заявлениям и работе Марко Рубио, то он говорит с запасом, так сказать. Лучше, как говорится, сказать с запасом, чем потом выглядеть, ну, как некоторые наши предсказатели, будем так говорить. Нет, Это ну, раз. Это раз. Второе, я верю в то, что ну, не вижу пока, не то, что верю, не вижу, кроме пару заявлений, никаких действий в сторону принуждения к миру тех, от кого он зависит. а кого надо принуждать к миру сейчас больше? Ну, например, Зеленского, например, Путина. Ну, вот два человека, от которых точно, ну, зависит мир. Вот точно зависит мир. Я не хочу отвечать за Путина, потому что как бы он не является руководителем моей страны и вообще. Но по Зеленскому уж ряд вопросов есть. Я посмотрел
интервью его вот это вот сегодняшнее утреннее. Ну, это действительно как инструментом по роялю, понимаете? То есть он реально берет и бросает вызов Трампу. Бросает вызов Трампу, говорит: Дональд, ты вот не трогай моих там этих близких леволибералов и неотроцкистов, руководителей Европы. Не трогай. Ты вводи санкции. Что получилось? Они бегали, я имею в виду этих глобалистов европейских, там Макрона, Стармера, ну и же с ними, Мерца и же с ними, бегали, хватали за полы пиджака там Трампа, за шевелюру дергали там, за галстук и говорили: санкции, санкции, санкции. Ну, вы помните, да? Трампу надоело, он как этот Шерхан, знаете, так, ну, уйдите этим бебезьянам, уйдите. Говорит: я готов, но вы же ведите. И тут она поплыла, как говорится, я Европу имею в виду. Потому что одни делают бизнес с Индией на нефтепродуктах, берут российскую нефть, на заводах индийских перерабатывают на топливо и в Европе втридорого втюхивают. А акции заводов в большинстве своем либо британским фондам, либо гражданам, ну, Британии принадлежат. Ну, так. А с Букингемского дворца выглядывает Стармер из-за угла и говорит: воюйте. Вот. Ну, конечно, тут деньги, тут воюйте. Вот. А Китай это вообще же история, ну, это взять молоток, отбить все 10 пальцев себе на руках, а потом еще и 2 Фаберже разбить. Это о санкциях от Европы в сторону Китая. Ну, от ширпотребной канцелярии, ну, с Китая везут, до узлов механических, электронных, ну и так далее. Ну, все остановится нахрен. Трамп это понимает. У него на Аляске произошла понятийная договоренность с Путиным. Ну, это видно, очевидно. И он таким образом ставит на место этих европейцев. В ответ они выпускают, вот как говорят, выпускай Берлагу. Они выпустили Зеленского. Ну, между Берлагой и Зеленским разницы особой, ну, не наблюдается. Он в интервью начал наезжать на Трампа, говорит: ты там не кивай на Европу, давай вводи санкции, ты сам самодостаточный, ну, наговорил там. Дональд проснулся, посмотрел это все и говорит: табака в угол, зеленая табака в угол, это я, Шерхан, говорю. В угол. Ну, я... Ты Смотрите, подпишешь то, что я скажу. Не, ну это на словах. объективно, этой тональности и с этой не было, и с этой оценкой вообще невозможно согласиться. Зеленский будет вынужден подписать соглашение. Это мои слова или Дональда? Но понимаете, в чем дело? Вот это вот само интервью, да, там же какая схема? Оно было записано зачем? Там же Трамп летит в Лондон. В Лондоне его там уже встречают, там растягивают штендеры с Эпштейном, там же, ну, помимо всего прочего пышного приема, который обещают и пишет о нем пресса. Ну, он летит к королю, Ну, как бы да. а Стармеры готовят, ну, грубо говоря, другую встречу. Вот. И он должен Стармер вопрос я попросить за перебью. Украину, понимаете? Стармер. Смотрите.
что говорят в Лондоне, ну, будем говорить. Одна из причин, по которой едет обниматься с королем Дональд, это то, что правительству Стармера приходит конец, и в случае досрочных выборов король должен будет привести к присяге партию сторонников Трампа, которые довольно в разных ипостасях представлены, провели демонстрацию в том числе, да, там ну, вот, правоконсерваторы такие вот против миграции. И не все там просто в Лондоне, там может завтра измениться. Поэтому все, поэтому интервью Зеленского я лично расцениваю где-то рядом с вот этим транспарантом об Эпштейне. То есть это так вот оплеуха, он проснувшись, сказал, ты подпишешь, а этот самый, а вам, европейцам, я скажу, вы выполните, понятно, он понимает, что никто ничего не выполнит, потому что это даже не в ногу, это в голову выстрелит, ну, ввести эти санкции, мы же говорили. Но этим он им показывает, завалите рот и дайте мне, ну, разобраться с Зеленским и с Путиным. Ну, то Тогда есть, есть нюанс. Тогда вот есть фактологический нюанс. Буквально перед нашим эфиром, вот сейчас Reuters сообщает, что первые 500 миллионов европейских денежек уже, говорят американцы, окей, мы освоим, пожалуйста. То есть оружие на 500 миллионов в Украине одобрено. Ну, то есть будет поставлено. Хорошо, деньги Америка возьмет и какие-то там железяки отправит в Украину. Это не табаки в угол. Это что-то другое. смотрите, все равно он будет давить на соглашение. Оружие в Украину будет одно с условий, которому подыграл Трамп, ну, Зеленского условия, которое по миру, по мирному соглашению. И ему подыгрывает Трамп, это то, что Украина не будет разоружаться, а наоборот будет модернизироваться. Потому что Трамп подыгрывает своему ВПК, ну, на самом деле. Да, европейцы дали деньги, да, мы типа железа, ну, как вы правильно говорите, да. Но это не означает стоп переговорам. И это не означает, что табака должен выйти с угла. И что вообще он будет в игре в какой-либо. Понимаете? Тут же события развиваются очень сильно. И не зря он собирает фракцию, потому что брожения там тоже идут. Мы сейчас про фракцию Несмотря... поговорим отдельно. Вот развиваются действительно очень стремительно события. Я не могу это пропустить мимо нашего эфира. Тот Дональд Трамп пишет, ну вот минут 7-10 назад, пишет. Только что состоялся замечательный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает потрясающую работу. Нарендра, спасибо за вашу поддержку в прекращении войны между Россией и Украиной. Алаверды, Моди, спасибо тебе, мой друг. Спасибо, президент Трамп, за твой звонок и теплое поздравление с моим 75-летием. Как ты, я полностью привержен тому, чтобы поднять индийско-американское всестороннее и глобальное партнерство на новый уровень. Мы поддерживаем твои инициативы по мирному разрешению конфликта в Украине. Это об Украине без Украины? Это абсолютно. Это Александр. Смотрите, Зеленский и его вот эта свита этих зеленых гнид сделали все, чтобы все разговаривали об Украине, все, притом скоро папа Новая Гвинея начнет переговоры об Украине без Украины.
Понимаете, это самое. Они сделали все, на них смотрят, как на этих, на чумных. И их привозят только показать, как вот либо цирк Шапито, либо театр этих миниатюр. Показали, но разговаривать мы без вас будем. Куклы в сторону, а мы будем разговаривать. К сожалению, нашу страну превратили в разменную монету всех и вся. Это не только, кстати, надо сказать честно, это не только зеленые гниды, это завершающий этап. До того, пока они появились, размножились и так дальше, также ж бегали, кто больше, кто меньше, и продавали государственный суверенитет кусочками то в Москву, то в Вашингтон, то в Брюссель, то в Пекин, то в Стамбул забежим, и даже Дели посещали, ну, грубо говоря. Продавая где больше, где меньше, где оружие, оборону сдадим, где ядерку продадим, где, ну, понимаете, да, то есть везде что-то продавали. И допродавались до того, что сами инкубировали эти зеленые гниды, они ж не с Марса прилетели, не с Луны свалились. Это результат инкубации наших политических элит, которые были подогреты всем народом. Поэтому, когда говорят, нет никаких Зеленских, я говорю, не в Зеленских дело. То, что нет Зеленских, это понимают уже дети, скоро будут говорить. А может, научимся критически мыслить, чтобы вместо зеленых не избрать каких-то коричневых, чтобы вместо коричневых потом не избрать каких-то радужных, ну, грубо, я все в аллегориях. Ну, то есть, ребята, ну, давайте научимся критически мыслить и будем перед тем, как делать выбор, осознанно думать, читать, думать, бюджет читать. Вот многие говорят, что ты об этом бюджете, это ж зрителям не интересно, это, ну, это Росбухкнига, кому она надо. Мало кто понимает, что парламент принимает бюджет для парламента, это самый важный закон. Более того, в мирное время непринятие бюджета – это причина для распуска парламента. А нам приносят, вроде бы говорят, вот вам заранее, свалили якісь кучу макулатуры. Разбирайтесь. Ну, разобрались, разложили по полочкам, посмотрели. На войну деньги как бы со стороны прописали. На социалку вообще смотрю, такое впечатление, что я в избирательный буклет «Слуги народа» смотрю. Притом популизм популизмом. Там, где надо было бы, ну, добавить, да, социалку, там нифига, ну, потому что это не так популярно. Но, например, на обеды в школы, ну, вот, хай сейчас зрители напишут, в какой школе за государственный счет сейчас обеды. Ну, Ну, теперь будут. Он же, помните, у Урсулы фон дер Ляйен просил денег. Помогите нам покормить детей. так вот я и спрашиваю, может, тут напишут люди, что мы не платим ни копейки. Все вот это Мосичук выдумал, ну, тут Зеленский нам оплачивает, взял в Урсулы, в бюджет заложил. Потом смотрю 1,5 миллиарда на телемарафон. И сразу же графой на кинокит Мендичу и Тимошенко, чтобы, ну, Кирюша, чтобы уже, ну, на верочку, чтобы в братвы ж никто не отобрал. Но а верх цинизма взятка. Взятка, которую публично во время войны дают главам фракций. Выборов нету, ну, не прописаны выборы в бюджете, их не финансирование. Никакой политический процесс не прописан,
А 850 миллионов на финансирование партий получите, распишитесь, деньги на комоде. Ну так погодите, ну что А вы вот так это, как, смотрите, подождите, а так смотрите. как Ну ругать, партийно... ну можно ругать вообще, конечно. Ну смотрите, сегодня вечернее обращение. Зеленский выходит, говорит, учителям поднимем зарплаты. Да, Каждый я почитал. украинец, каждый получит возможность чекапа. Ну, это за государственные деньги пройти обследование, выявить там болезни какие. Видите, как заботимся о вас. Бесплатно. Только хотел попросить, не материтесь, Александр, в эфир. Чекапы, пикапы, это самое. Смотрите, вот эти все программы, это ж заработок зеленых гнид. Я даже если сейчас вспомню, их два брата было, один умер, они медоборудование, Фисталь. О, Фистали такие, они, кстати, земляки ваши там. Это самое, значит, они что угодно поставят, и какие угодно обследования проведут. И откат будет процентов от 40 до 70. Ну, сколько напишите, сколько и будут. Ну, правда, один помер, царство небесное. Довелось мне обоих знать. Но факт тот, что Герман есть, и он готов. Готов освоить, скушать все. Единственное, я скажу, какой позитивный момент я вижу по медицине, ну, в бюджете. Это Академия медицинских наук. Там крупные капиталовложения, если их не растырят на покупку ненужных, опять же, ну, медицинского оборудования и этого самого, и строительство непонятных больниц, которые строят, как всегда, в месте, где больных нету, ну, как правило, абы деньги отмыть, а пустят именно на медицину, на развитие медицинской науки, то это, конечно, позитивный стимул, потому что последнее от медицины, что у нас осталось, это научная медицина, ну, наши институты. Вот, и поддержать их тут я ничего против, конечно, не скажу. Что касается остального, ну, это схематоза. Это сейчас схематоза, сейчас будут пилить. Этот себе на округ, тот себе, это туда, это сюда. Сейчас будут носиться, как угорелые депутаты между парламентом и правительством, офисом президента. Сейчас, может, на фракции им каждому выдадут по ковришке, например, скажут, вот каждый из вас должен на месте организовать обследование. Ну, это я условно говорю. Вот, а с обследования 40% на карман. Ну, то есть, это все, да. Смотрите, чего я не увидел. Александр, я думаю, вы не увидели. И вообще с собаками надо искать в этом бюджете. А где хоть копейка, хоть насмех, ну хоть бы графу записали. Инвестирование там, в такое-то направление промышленности, в подготовку, там, в развитие, там, сантехников нету, электриков нету, никого нахрен нету. Понимаете, они даже не предвидят того, что что-то будет развиваться. Они не видят этого. Вообще в бюджете нет ни одной графы, связанной с тем, что на следующий год это должно сработать и пополнить, ну, бюджет. Нет. Получается так. Все, что пока страна собирает на войну, остальное мы ходим по миру, просим на социалку, на избирательный буклет. А что будет в следующем году? Ну, опять пойдем по миру. Ну, это понятно, что по миру Так а пойдем. сколько мир давать будет, Александр? Тут возникает вообще другой вопрос. Слушайте, ну, простите, пожалуйста, конечно, но тут же как бы Гетманцев недоволен, копытом бьет. Говорит, подождите, а как же там налоги, а как же там ставки, вы что?
Занесли туда вот этот, конечно, эту историю, там, это прозвали законом на старые туфли, если ты продаешь что-нибудь там из СБУ своего на OLX, то ты там должен, ну, собственно, заплатить налог. 3 копейки с тебя снимут. 3, но снимут. Обязательно. Просто во всем этом бюджетном процессе важен вот такой вот политический момент. То есть, если бюджет как бы под выборы, популистически напыщен вот этими всеми историями, ну что, учителям зачем поднимают зарплату? Чтобы они бюллетени хорошо в школах считали. Ну, это мы проходили уже, как бы не первый год. Вот этот чекап организма зачем? Чтобы пенсионеры повалили в поликлинике и благодарили Владимира Зеленского о том, что сейчас им там врач, что надо было... За счастливую старость. Ну, конечно. То есть все же, все выверено, все очень четко. А выборы, как бы вот, видите, в стороне никаких выборов нет, ничего не будет. Какая-то здесь загадка, какой-то здесь подвох. Да, даю ответ. Очень простой ответ, Александр. Он практичный, он рабочий, все. Они не будут объявлять о выборах, пока их не прижмут к стене. Вот прижмут к стене, они их объявят. Поэтому они постоянную готовность, плюс это политических оппонентов, ну, в тонусе держит. Плюс можно под это взятку раздать, эту, которую мы говорим по парламенту, ну, 850 миллионов. Ну, шутка ли? Партийные структуры практически во всех заморожены. А если и размораживаются в некоторых политсилах под выборы, то это совершенно другая графа финансирования. Это, ну, это не связано. Эти деньги, ну, 850, их на избирательные нужды потратить партии нельзя. На структуру партии, ну да. Как правило, в этом году это все списывалось. Ну, просто бралось и списывалось. Голос, например, так тот списывает вообще, потому что какая у них партийная структура. Железняк да Юрчишин с козявками, это самое. Теперь хоть будем их видеть, их транслируют с сегодняшнего дня. Ну да. Это самое. То есть, ну и Кирюша меньше воровать с Миндичем будет, потому что за трансляцию хоть, ну действительно ж платить надо, хоть куда-то деньги пойдут. Нужна на этот цирк смотреть, ну, я Нет, думаю, так а кому-то подождите, а что, безопаснее стало? Они же почему закрыли все? Ну Да что, ничего не стало, не изменилось абсолютно ничего. Закрытие трансляции Рады было нужно, чтобы не закипало вот здесь. так а сейчас нужно, чтобы закипало вот здесь? Нет, Нет, сейчас смотрите, не нужно, прилетело, но прилетело по нет, смотри, Кабмину, вот совсем смотрите, недавно. А тут у нас прямой эфир, собираются депутаты, в трансляция, ух! послушайте, смотрите, тут какая история с этим. Во-первых, этих не жалко. Ну, не жалко. Ну, грохнут, то как раз денег попросим под них. Ну, их не жалко. Это раз. Во-вторых, все равно труднее. Их не людям не жалко. Люди еще аплодировать будут, танцы с бубнами заведут. Калинку-малинку кто-то споет, а кто сигапака в риже, а кто-то 740. Ну, как понимаете, да, кому как. Короче, их не жалко, убьют, так убьют. Хай транслируют. Этот самый, ну, я имею в виду зеленым гнидом с Банковой, не жалко зеленый гнид с парламента. Это самое. Высокие отношения. Да. Ну да, ну их не жалко, ну реально их не жалко. Вот. И тут вопрос в другом. Все больше и больше этих гнид, работающих на власть, начинают проявлять недовольство. В парламенте бурлят, в Кабмине вопросы задают. Да уже средний персонал на Банковой говорит, ну не туда, ну что-то, не туда. Вот. А это чревато. Поэтому для держания в тонусе, ну, Надя вам трансляцию, ну, прилетит, ну, прилетит. Плюс, если бы это там бегал Гончаренко, Юрчишин, ще якийсь
употребитель козявок просил трансляцию, то ее бы не дали. Плевать на них хотели. Трансляцию включили, потому что европейцы говорят, ну, в конце концов, ребята, этого нету, того, а что мешает парламенту, ну, этот Гончаренко бегает с телефонами, показывает в прямом эфире, ничего ж не происходит. Ну, какая разница между трансляцией Гончаренко в ТикТоке и только качество, правильно? Качество сигнала. Ну, никакой же разницы по безопасности нету. Что он транслировал в прямом, что эти сейчас в прямом. Поэтому это была хотелка Запада, чтобы показать что-то, ну, западных этих леволибералов европейских. Ну, вот им и показали, дали, показали. Очень важная происходит история с вот этим руководителем, детективом НАБУ. Ему сегодня выписали дополнительное подозрение, дополнительное обвинение в том, что он еще там на схемах воровал деньги. Какие-то несуразные скрины показывают, там, в 2 часа ночи кто так звонил, отзванивался там, по несколько минут, в общем, предъявляют. Второе дело, как я понимаю, нужно, чтобы он не вышел из тюрьмы. Ну, потому что первая валится, и апелляция, ну, то есть стягивать все тяжелее и тяжелее. Более того. Смотрите, важно сказать, это тот набушник, который ставил прослушку в квартире Миндича, где была, Зеленского речь. Я сейчас это расскажу. Смотрите, давайте по этому делу второму, а потом вообще о нем чуть-чуть. Значит, посмотрел я эти скрины, думаю, ну, вообще какие-то идиоты-набушники пошли, ну, или псевдонабушники. Ну, ДФС нету в стране с 2019 года. И это знают набушники, СБУшники, все угодно, ну, кроме идиотов. Это раз. Во-вторых, все на свете знают, что конверт-центры крышуют чекисты. Ну, это все знают. Никто не знает, что набушники что-то крышуют. То чекисты крышуют. В том регионе, где он работает, так работал Магомед Расулов, это Днепр, Запорожье, там 1000%, там глава областной администрации с СБУ, ну все там под контролем конторы. Теперь, понимаете, в чем вопрос? У мене другой, в мене не к Магомед Расулову и даже не к СБУшникам, которые выполняют волю Банковой вопрос. Это все предсказуемо. У меня вопрос к руководству НАБУ и руководству САП. Руслан Магомед Расулов расследовал, и к ФБР, кстати, с Трампом. Руслан Магомед Расулов расследовал дело Объединенного горно-химического комбината, где выдобывают ильменит, и Одесского припортового завода, где аммиак производят. На схемах сидел господин Андрей Гмырин, который сидит сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Пресса пишет, что размещает бабки зеленый гнит. 52 объекта недвижимости прикупил. С шейхом какой-то бизнес по опреснению воды ведет. Кстати, мы к нему еще вернемся. Вот документировал Руслан это, с детективом и документировал, и ножки через Гмырина привели их на улицу Грушевского, 7. В квартиру господина Миндича. Потом они долго думали, как туда, они увидели, что там сходники Решалова приезжают, уезжают, это все видно.
Они долго принимали решение, как поступить, и остановились на том, что гарантировали Геннадию Боголюбову выезд за границу за то, что он пустит их в квартиру. Оттуда они засверлились в квартиру Миндича, ну и писали пленки. Они выполнили свое слово. Я видел материалы дела, у меня есть копии по выезду, ну, Боголюбова. А пленочек нет? По выезду Боголюбова А есть. пленочек нет? Александр, я скажу так, честно, они были, одни из копий были у Христенко, я не успел, ну не успел. Но я видел кое-что. Так там звук, что вы видели? Ну, видел я кое-что. Хорошо, продолжайте. Значит, я же эпизоды, о которых я писал, я же их не с потолка взял. Это самое. Значит, и, естественно, как выехал Боголюбов, двумя словами скажу, я на этой неделе опубликовал расследование. Набушники пришли, взяли за Фаберже Дейнеку, сказали: скотина, ты приторговывал там оружием неправильно, или уголовное дело, или, ну он выбрал или, дал команду подчиненным, сейчас подчинен в тюрьме сидят. Ну, там история какая, что, в общем, Боголюбов дает израильский паспорт, пограничник берет, Не, не АК так, не окей, так, и не выпускает. израильский, не израильский. Вообще левого пассажира паспорт дает, который потерял с Волыни. Там. Дает, тот выходит, проводит, говорит, все нормально, в базу внес, что он внес в базу, Бог его знает, следствие там разбирается, все, проезжайте. Сейчас СБУ говорит, с ним ехали детективы, ну, НАБУ. Это неправда. Может, они где-то в этот день, ну, пересекали тоже границу, контролировали все. С ним ехал Джапаров, его тесть, ну, с Боголюбовым. Вот они вдвоем ехали в купе. Джапаров дал свой паспорт, а тот дал этого пассажира с Волыни. Тот пошел, пришел, отдал паспорта, они выехали на въезде. Боголюбов дал свой паспорт, ну, уже пограничникам европейским. Ну и поехали себе дальше. Все. Это я знаю, это четко, ну, зафиксировано в показаниях, во всем, ну, материалах дел. Поэтому вот эти сказки, что там табун набушников, чуть ли не окружили, вывезли. Да нет. Дейнека дал команду. Значит, там, кстати, после моей публикации служебное расследование в этом, в погранслужбе организовали. Вот. Записи. На Банковой встает известно, что есть записи. Нашли там с 5-го чи 7-го раза прослушивающее устройство. Записано множество часов, реально рабочих, из них часов 70, где происходили встречи, гулянки, пьянки, шабаты, разные вещи в этой квартире происходили, мутняки, договоренности, все что угодно. Но рабочих 70 часов. Ну, она же там не стояла день и ночь занята, ну, переговорами. Значит, узнают, что такое дело, находят это устройство, плюс Чернышов свинтил, и они принимают решение атаковать НАБУ и сам. Вытаскивают для этого план, который был приготовлен покойным Андреем Портновым. План был на 19-й год приготовлен. Ну, то есть его, вот он валялся там где-то в шуфлядке. Потом его достали, говорят, вот давайте им воспользуемся. О суверенизации страны и о том, чтобы убрать, ну, влияние внешнее, ну, на антикоррупционные органы.
Они его реализовали, но уже был 25-й, ну а не 19-й, да и портного не было уже, это самое Царство Небесное. Вот. И, соответственно, мы все видели эти картонки, видели давление с Запада, видели, все видели, откатили назад. Но перед этим устроили погром, обвинили, назвали Узбекистан Дагестаном, куда коноплю продавали, обвинили, что торговля с Россией, организовывал сам детектив, закрыли детектива, его папу, его коллегу, который по Чернышову бежал, и все. Но тут есть два нюанса. Нюанс номер один, Александр, который всегда надо помнить. Магомед Расулов бежал вместе с ФБРовцами. Он был не один. И в Калифорнии есть арестованный по делу ОПЗ, и по делу ГХК, по-моему, в Стамбуле. Или в Анкаре, или в Стамбуле, ну, в Турции, короче. Значит, это один момент. Второй момент. Магомед Расулов, когда они поняли, что они стали очевидцами мегакоррупции, мегамасштаба, то есть коррупции высших эшелонов власти, они разложили пленки. Часть пленок была у Христенко. Почему они дружили, почему они общались, какие у них были отношения, я этого не знаю, свечку не держал, ничего. Я говорю только то, что я знаю. Я должен был лететь в Объединенные Арабские Эмираты, брать интервью у Христенко, забрать материал, привезти в Европу и дальше понятная история. Вот. В день, когда я уже планировал эти все мероприятия, Христенко схватили в Арабских Эмиратах дома. Возможно, переговоры слушали, ну, понимаете, возможно, это. Я записал интервью с его супругой. Его держали там в местной тюряшке, если ее так можно назвать, потому что условия там действительно плохие. Проходил экстрадиционный процесс, были у него адвокаты, все, но произошла политическая договоренность. Я так понимаю, что посредником и при переговорах с Федей, когда приезжал один из замов главы СБУ, и при переговорах Зеленского с руководством Эмиратов посредником выступал Гмырин, который вот это ж там у них по Эмиратам за размещение и так далее бабок отвечает. Христенко в незаконный, не экстрадиционный способ, а по политической договоренности отдали СБУшникам, на чартере его доставили в Жешов, с Жешова доставили на машине в Украину на дипномерах. Ну и нам всем объявили, что вот депутата Христенко поймали в Киеве. Закрыли, пока ни духа дня нету, но инсайдеры говорят, что его, может, уже заставили, может, заставляют, может, ломают, не знаю. Не могу утверждать, принуждают или договариваются, чтобы он дал показания на себя, на детективов НАБУ, и рассказал всем очень интересную сказку, Александр. Сказка выглядит так. Все истории про коррупцию. Ну понятно, никто ничего не брал, да. Не, все истории про коррупцию написаны в штаб-квартире ФСБ на Лубянке. Вот на Лубянке их сочинили, яйца по 17, ракеты по завышенным, снаряды. Так а у нас так и есть. Слушайте, у нас же, видите, периодически вбрасывают эту историю. ТЦКшники берут взятки или там ломают, крутят, убивают.
ФСБ. Это ФСБ придумало. Это вот они просто сейчас вообще Да. выходят, говорят, отработали на 5. Ну, мол, круто, ФСБшники вот отработали эту систему. А то, что снимают уже в Днепре этих ТЦКшников, как они у менял доллары меняют, ну, потому что после смены оповещения, так сказать, это, конечно, вообще цирк. Останавливаются, известные всем, ну, раз там. Бусики выходят, поменяли УАВ, сколько на это, и поехали себе после смены отдыхать. Ну да, все агенты. Все агенты, все написано на Лубянке, пленки смонтированы на Лубянке. Ну и те, кто о них рассказывают, ну то есть я, вы, там еще кто, все ж, понятно, агенты, всех скопом залегендировали и все в порядке. В связи с этим у меня есть вопросы. Несколько. Во-первых, эти пленки есть точно на Западе. Я думаю, что есть и на Востоке, то есть в России. И что бы они ни делали, как бы они ни делали, все равно за Фаберже будут дергать. И оттуда, и оттуда. Понимаем, да? Потому что есть чувствительные моменты, их можно 30 раз в глазах общества назвать сказкой Кремля, да? Но есть же вещи чувствительные. Счета, недвига, ну, то есть реальные вещи, которые ощутить можно. Пленки становятся предметом шантажа и несут угрозу, их пребывание, и то, что они не публичны, и то, что они не являются доказательством, они несут угрозу национальной безопасности. Мы уже это проходили. Вы же помните, когда записали Кучму? Ну, их потом назвали пленками Мельниченко. Мельниченко, правда, их никогда не записывал, но вопрос же не в Мельниченко, а в пленках, да? Ну, в конце концов. Их использовали и Запад, и Россия тогда, и страну, вы помните, рвали на запчасти. Так тогда еще и войны не было. А тут это еще и на войну умножено. Поэтому у меня вопрос к руководителю НАБУ и к руководителю САП. Сейчас существует отговорка, что материалы в суд по пленкам Миндича не подаются, потому что руководитель группы детективов, которые вели это ОРД, оперативно-розыскную деятельность эту, да, документировали, он сидит в тюрьме. Дорогие антикоррупционеры, рекомендую вам, если вы забыли или не знали, все может быть, открыть криминально-процессуальный кодекс, который позволяет вам завтра изменить состав следственной группы, дать доручения другие, расписать по-новому, и отправить новую группу детективов и прокуроров в Высший антикоррупционный суд для того, чтобы получить разрешение на проведение следственных действий, обысков, задержаний, арестов. Параллельно рекомендую уже как политик, это я говорю вам как юрист со скромным багажом знаний, а сейчас как политик рекомендую после этого сразу же идти в парламент. Я уверен, что вас с удовольствием в парламенте примут. Выходить на трибуну, включать на экран пленки Миндича, докладывать парламенту. И это в конституционный способ сместит диктатора и узурпатора, потому что в 2 эпизодах он лично присутствует. Это отправят правительство, ну, тудысь, и можно будет формировать другое национальное единство. Даст возможность переизбрать спикера, он тоже есть там этот хряк.
Хмельницкий. На Вот. пленках. На пленках, да. И этот самый, и это в конце концов, кстати, приведет к нормальному разрешению вопроса с Дональдом, переговорам, ну и миру. Ну, в конце концов, эти пленки это не только ключ очищения страны и победа над внутренним врагом, остановка внешнего, это еще ключ к миру, в конце концов. Поэтому, товарищи антикоррупционеры, все в ваших руках. Когда вас после этого будут сажать, унижать, кастрировать, если вы этого не сделаете, то вы кричите, просите, зовите. Это будет как в притче о волках. Волк и волк, а раз вышли, защитили. Да, А во вот второй раз поэтому, не смотрите, выйдет. вот поэтому так Что-что? много времени мы уделили вот этой истории с Магомедом Но она Расуловым. ключевая к вопросам мира, и к вопросам бюджета, и к вопросам, ну как ко всему. Это сейчас ключевой для страны момент, пиковый момент. Я вам скажу больше. Ну, спикер парламента, вот мы в прошлой программе говорили, я там вспоминал, что Стефанчук не уплатил налоги, его заставили. Сообщаю. Часть налогов не уплачена до сих пор в воюющей стране спикером парламента. Я документы имею и готов ему на лоб прицепить. Нет, просто понимаете, неужели вот это Кощеева игла Зеленского? Да, это Кощеева игла. Сработает ли она? И как будет работать, это другой вопрос. Понимаете, тут я не зря сказал вопрос нацбезопасности. Александр, даже если они дискредитируют, даже если не опубличат эти товарищи их, я настаиваю нести в суд и нести в парламент, чтобы суд, парламент и общество одновременно, понимаете, да, узнали. Если Трансляции же этого запустили, молодцы, да. что, ну да, если это, ну если чтоб Леша бегал бы с телефоном, если это самое, если даже их не покажут, они все равно продолжат играть, только уже на другом уровне, то, о чем я говорил. Они дадут возможность тем, у кого они есть, спецслужбам, ну, других государств, сдавливать Фаберже, Зеленского, что он будет делать все, что они попросят. Это угроза национальной безопасности, и то, что их не, ну, они не публичны, и то, что они не есть доказательством в уголовном деле. Ну вы же И понимаете, что, смотрите, политический кризис, там, как говорят, не расшатывайте глотку, крыс тошнит. Сразу же кризис, скандал, ужас, фронт, плюнут на войну, посыпется. Беда а ничего начнется. не будет. Произойдет смена политической элиты. Скажут, зеленые гниды пошли нахер. Будет временное переходное правительство. Будут мирные переговоры, будут выборы и все. И будет прививка обществу, прививка тому, с чего мы начинали, да? Критически мысли. И все. А если они останутся непубличными, то они точно есть в американцев. Сможет ли Госдеп дергать за левое яйцо Вову? Сможет. Они точно есть в Кремле, потому что я знаю, там где-то Деркач проходил рядом. Сможет Кремль за правое яйцо дергать Вову? Сможет. То может, ну его нафиг. Может, хай никто никого не дергает ни за что. Потому что мало того, что суверенитет раздали, так еще и раздерут же на части. Ладно, Вову, страну. Значит, по поводу страны. Сообщение пока только такое от «Украинской правды» об офисе президента, там встреча со слугами, говорят, А я что уже не на вертолетной площадке, в офисе. в офисе, да, Зеленский рассказал, что вообще как дела на фронте депутатам. Мгм. И если ухудшится, то, люблю это, слуга народа, интрига,
будут тяжелые решения. Тяжелые решения. А, Ну, понятно, что вы не Ванга, и тем более в голове Зеленского вы не можете обитать даже чуть-чуть. Но какие могут быть тяжелые решения, если ситуация на фронте ухудшится? А ситуация ухудшается. Мы видим наступление на Днепр и Запорожье вполне себе выглядит, ну, как бы Ну, не динамичным. на Днепр, на Павлоград, но угроза от этого не меняется Нет, ну никак. там динамика есть. Просто нам Не, как бы я так говорю на Днепровском направлении, на Павлоград наступление, ну, сам смысл. понятно, что Купянск, понятно, что Покровск, это все такие точки Под на карте. Покровском страшно большие потери, страшно большие потери. Смотрите, Александр, друзья, на самом деле это ж стендап. Вы сразу, когда говорите, Зеленский сказал, друзья, вы все понимаете, что вы имеете дело с капитаном КВН. Человеком, который всю жизнь воспринимает как игру. Вся жизнь игра. Он дает пас какой-то кому-то, народу, людям, фракции. Он говорит, будут тяжелые решения. Какие тяжелые решения? Придавят очень сильно, придется на переговоры идти, поклонив голову, назвать это мирным соглашением по факту капитуляции, ну и так далее, и так далее. Не сильно придавят, но будут давить. Ага, будет тяжелое решение, мобилизация с 22 и так далее, и так далее. Непопулярное решение. Ну, понимаем, да? То есть он этим словом троит. Он фактически троит вот этим. Говорит, будут тяжелые решения. Какие нах тяжелые решения? Женщин мобилизируют. Молодежь с Я по 20. поводу женщин хотел с вами о женщинах поговорить. Извините, вечерний у нас сегодня ошибка поздний эфир. Смотрите, потому что там жена Послушайте, у подслушивает, меня тоже подсматривает. тут рядом жена. Ну смотрите, я не могу с вами о женщинах не поговорить. Я вижу, и ее никто не замечает, всем как так и надо, все вот это вот, понимаете? Я вижу прям бомбардировку вот этими месседжами о том, что смотрите, как женщины на фронте. А вот эти контракты, которые не пошли, вот эти для молодых, говорят, каждая пятая по этому контракту, то есть еще миллион получила женщина. Вообще добровольцы женщины. И женщины говорят, и мужчины говорят, и как-то прям и комментарии прям сыплятся один за другим о том, что вот женщина на фронте, вот молодцы наши женщины. А я такой сижу и думаю, елки-палки, в смысле? То есть идет очень активный прогрев, никто об этом не говорит. Ну, Александр, смотри, они используют очень серьезно и подводят к тому, что выйти и сказать, в Израиле служат и мужчины, и женщины. Мы же вам с первого дня говорили, будь как Израиль. Ну и фиолетово, при том, что политика, которую проводит сейчас Зеленский, международная, она абсолютно антиизраильская. Ну, вот будете смеяться, но она абсолютно антиизраильская. Для чего он это делает? Ну, я слабо понимаю. Я думаю, потому что так решили глобалисты. Он уже насколько в их повестке дня, что все остальное ему фиолетово. Я когда почитал письмо посла по поводу там чуть ли не ультиматума Израилю, меня чуть-чуть, думаю, может, болящий кто-то. Нам еще только этого. Все есть, нам этого еще не хватало. Понимаете? То есть, зачем эта риторика? Почему? Как? Что? Это вообще израильская и еврейская тема, это, наверное, для целой передачи, особенно после Хмельницкого.
с Мазепой, то я это самое, я, честно говоря, в прострации. Если кто еще не знает, у нас олигарх Виктор Пинчук на своей собственной Ялтинской конференции, которую он проплачивает и собирает каждый год в Киеве, там отставных дел политиков, платит им денежку, Джонсоны, там всякие другие приезжают, может кто из действующих подъедет. Вот, бегут наши депутаты, президенты, премьеры, там все подряд, стоит он, Кучма, ну и продают себя как организаторов. Все. И вот он на открытии говорит, Зеленский, Владимир Зеленский, это Богдан Хмельницкий современности. Я вообще Иван, не против. Иван Мазепа и Михаил Ну, Грушевский. вообще разные, конечно, исторические И, персонажи. да, и Кучма. Ну, Кучму не вспомнить, Кучма, да. понятно. Да, Кучму не вспомнить, понятно. Вот по тесте не похвалить под боком. Что касается первых трех исторических личностей, ну, Зеленскому до каждого из них приблизительно как нам к Марсу. Во-первых, по Хмельницкому это вообще удивительная история. Еврей Пинчук сравнивает еврея Зеленского с Богданом Хмельницким, учитывая, что в период Хмельниччины ну, произошло геноцид евреев, как они сами утверждают, и пишут даже в книге репатриантов ну, Советского Союза, в мене есть, кстати, эта книга, они там пишут, что Богдан Зиновий это второй человек после Адольфа Гитлера, который щемил их народ. Ну, это их право, я ну, не посягаю. С Мазепой тоже удивительная история. Отставим там период Полтавской, ну, битвы и все. Но дело в том, что в украинской народе и в историографии говорят, від Богдана до Ивана не було гетьмана. Была руина. И при всех там моментах, которые произошли ну, на поле Полтавской битвы, Мазепа стал гетьманом, отстроил Украину. А тут наоборот в руину засунул. Ну, где, ну, понимаем, да, ну, разницу. Один строил, второй разрушал. Но Пинчук равняет. Ну, я уже молчу, что Грушевский автор, ну, наверное, томов 70 разных книг. Грушевский академик СССР. Ну, Ну, я Украины, СССР, его 70 трудов научных. Понимаете, ну, где Зеленский со сватами, ну и всем остальным, а где Грушевский? В чем? Ну, может, между нами говоря, я считаю Грушевского никчемным политиком. смотрите, тут, Может, в этом он сравнивал? тут, Не знаю. тут очень важный момент. Очень важный момент. Есть там инсайды, которые говорят о том, что условно, если вот сейчас этой осенью, а ситуация напряженная, очень напряженная. Нам залепили вот этот опрос, что 62% украинцев готовы терпеть войну сколько нужно, 54% готовы присоединиться к ВСУ. Ты сидишь и думаешь, а чуть не присоединяются, если готовы. В общем, залипуха такая откровенная от КМИС. Специально, да, для того, чтобы как-то вот урезонить все настроения. Это показатель того, что дела на самом деле очень плохи. И есть инсайды, что у Зеленского рассматривают такой вариант. То есть, условно, какой-то провал на фронте, продавили, проскребли, то ли Купянск, то ли вышли на оперативный простор там в Днепропетровской области. И Зеленский объявляет тотальную мобилизацию. То есть, вот это вот все, то есть все на воен, все выходит с обращением, говорит, народ, мы там в 22-м показали, давайте сейчас покажем, всех, короче, под комендатуры, управления, то есть менты, Более того, вводы состояния войны. менты становятся ТЦКшниками, да, то есть... Вводит состояние войны, режим, правовой режим состояния войны. Парламент говорит нах. Идите гуляйте, пока, ну, не отменим состояние войны. И фактически получается такая собі военная диктатура. Ну, фактически. Абсолютно я рассматриваю это как один из вариантов о тяжелом решении.
Э, Я не рассматриваю переговорный, притом я на него даю больше, ну, процентов. Я не рассматриваю переговорный, я вообще считаю, любые переговоры с участием Зеленского это ни о чем. Он будет говорить да, 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 возвращаться, потом будут лететь дроны в Чернобыль, Польшу, куда, потом он будет материть Путина в очередной раз, еще что-то делать и срывать любые мирные переговоры. Поэтому я категорически понимаю, что никаких мирных переговоров, даже если он согласится, не будет. Будет волынка растягивать. Согласятся ли на это россияне? Нет. Уже очевидно, они сказали, мы не будем прекращать огонь и свое Нет, так, треклятое... так и американцы же говорили, только мирный договор, ну не надо Да, нам промежуточных решений. Тут, да. смотрите, вы так упомянули дроны по Польше, сегодня же скандал лютый у поляков. Вот все-таки надо похвалить, понимаете, вот все равно там русские, украинцы, белорусы, поляки, все равно все славяне, все равно все как бы близкие друг к другу. Разные эпизоды, очень разные исторические, никто не спорит, но все равно как бы, да, вот это славянское, они еще не научились. Они еще не научились у украинцев писать в ПВО о том, что все сбито, как все отработало. А, Рассекретила Речь Посполита, что это из F-16 выпустили по дрону, в общем, ракету, И попали в дом. и она разбила дом. И там скандал жуткий, Туск говорит, это все равно Россия виновата, Россия запустила. Навродский говорит, Туск, иди сюда, давай мне отчет на стол, ты ж кто, ты правительством руководишь, давай службы, как так получилось, что значит выпустила ракету и не сработала система наведения у этой ракеты и полетела вниз по людям, ну, пожилым застройкам. То есть у них тоже немножко происходит вот это отрезвление от того, что происходит. Ну, знаете, на самом деле я не говорил у вас в эфире, ну, скажу эту мысль. Я в ночь, когда происходили эти события с дронами, да, на Польше, я довольно поздно возвращался домой. Приезжаю, включаю, смотрю, вот это вот происходит. И я, естественно, мониторил инфопространство. Я не знаю, обратили ли вы, Александр, внимание, но происходила целая психологическая атака на Польшу. И не со стороны России, а со стороны помоек банковой наших, которые писали 120 дронов туда, 140 туда. Ну, чистое же ПСО, правильно? Ну, как это называется? Чистое ПСО. Туда ударило, на замостье полетело. Это. Ну, видели, да, это все? Все. Потом второй этап атаки. Ну, уже первый был рассчитан на панику в Польше. И разгоняли это банково наше. Второй был рассчитан на наших, чтобы настроить против поляков. Ну, шло полное, я извиняюсь, обсирание. Такое впечатление, что это не Польша в первый день войны руку протянула, да, а наоборот там, ну, нагадила что-то. Это не зеленые гниды зерно сбрасывали по дешевке, сельхозрынок уничтожая Польшу. И это ж не Зеленский с немцами договорился, чтобы писки дануть. Это все москали, как кажут, Да, да, понимаете? да, да. И вот это ж я вот это все наблюдаю, а я довольно там, ну, часто бывал и бываю в Варшаве. Там есть православное кладбище. Это к тому, что вы, ну, вспоминали только что. И идешь вот по нему, а там слева лежит могила, допустим, генерала царской армии, ну, условно говоря, который служил в польском королевстве, ну, и тех времен, когда оно входило в Российскую империю. Там статского советника, супруги его, все. Потом доходишь, так только бах,
и посредине такая полянка. И на ней памятник, на котором такая надпись «Ось де твої сини Украина». И там рядом могила генерала Безручка, и там рядом лейтенант УНР, стрелец УНР, неизвестный стрелец УНР, ну, то есть могила. Это украинские воины, які фактически, это признает историография польская, которые фактически спасли Польшу во время наступления Буденного, Тухачевского в 20-м году, во время Варшавской битвы. Они держали самый тяжелый участок фронта, многие погибли, командовал ими генерал Безручка. Каждый год, в день Варшавской битвы, на кладбище, на эти могилы приезжает президент Польши, премьер Польши, и спикер парламента, и мэр Варшавы. Я видел это своими глазами. Это не то, что мне рассказали, я видел это своими глазами. У меня вопрос к Зеленскому, к вот этой всей публике. Может, надо вот такие вот, ну, истории, да, искать? А нет. Нам показывают гамнюки-поляки, это и все разгоняется, 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 разгоняется. У меня такое впечатление, что я когда-то проснусь, Александр, и увижу, что играет по телевизору гимн России. Обращу внимание, там колонный зал Кремля, заходит Владимир Александрович, а ему звезду героя. Потому что сколько, как он, сделать вреда нашему народу и помочь в проведении СВО, ну это поискать надо. Ну, знаете, тут, извините, конечно, но я тут должен еще два момента ввиду этого зацитировать главу разведки внешней Эстонии. Никогда не думал, что буду делать это у себя в эфире. Но он сказал интересную мысль. Понятно, что там... Вообще очень... Смотрите, очень интересно наблюдать за странами Балтии. Вот Балтийские тигры. в этот момент очень интересно. Нет, понятно, там своя там степень русофобии, там это все понятно. То есть исторические, я даже не берусь вот это внутреннее, там они мегафоны возле Нарвы там вот это ставят друг другу, там вот это перекрикивание. Те парад им включают, те там что-то еще вешают, какие-то баннеры. Ну вот, пожалуйста, говорит, НАТО больше помогать Украине, говорит Каупа Розин, это глава внешней разведки Эстонии. Знаете почему? Потому что она может стать на сторону России и повернуться против Европы. Причем это он говорит трезвый, ну там, в дискуссии, анализирует все. Вы понимаете, вот вы так поделились своими впечатлениями, что там я там в колонный зал, там Россия. Так у него точно такие же, ну, умозаключения из того всего, Александр, что происходит. я вам расскажу сейчас в контексте этого одну историю, которую явно знает этот глава, как вы его назвали, я не знаю имя, фамилию эстонца. Но он явно знает то, что рассказали мне. Я встречался буквально на прошлой неделе с дипломатами, там, знакомыми, которые, друзьями своими, которые общались с американскими дипломатами. И задают им вопрос. Говорят, а что это было и зачем Зеленский выпустил 18-22-летних с Украины? А американский дипломат на них смотрит вот так и говорит, а вы что, не поняли? Это не Зеленский выпустил, это мы выдрали. Потому что если они останутся там, а Украина попадет под Россию, то через 5 лет они будут с нами воевать. Это дословно слова дипломата. То есть это не это самое. То есть, и вот сейчас вы цитируете полное подтверждение этим словам
которые были сказаны. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, друзья. Подведем итоги нашего опроса. Сколько вы готовы терпеть войну? 3% год максимум. 8% я не терплю войну, мне все равно. 12% столько, сколько нужно. Ну и 77 солидарны с нами. Нисколько не готов терпеть, пора все заканчивать. Но то, что все может обернуться самым неожиданным образом, это точно. Перейдем к вопросам. Давайте несколько вопросов. Так, подзатянули мы сегодня эфир. Ну, так вот, несколько все-таки пройдем в режиме Блиц. Еще раз, подписывайтесь на канал Игоря Мосейчука. Он с удовольствием берет вопросы из сообщества YouTube, и из Я чата. завтра запишу, кому сейчас не успеем ответить. То есть из чата трансляции, из сообщества, это все очень легко, доступно, чаты сохраняются, сообщество сохраняется. То есть если есть вопросы, то не переживайте, что что-то не попадет. Значит, поехали. Вопросы. Виталий, добрый день. В Америке Робинсон застрелил Чарли Кирка, адепта идеи важности диалога. В Британии Робинсон, однофамилец, вывел на улицы сотни тысяч, чтобы в том числе почтить его память. А в Украине есть свой Робинсон? И какой он? Заранее спасибо за ответ. Мне тяжело ответить на этот вопрос по одной простой причине. Я сторонник идей и идеологии, которую исповедовал Чарли Кирк. Поэтому, соответственно, о Робинсоне мне говорить тяжело. Ну, кроме что о британском. Его я точно поддерживаю. Это я о себе. А какой в Украине? Да в Украине разные есть. В Украине есть разные, и такие, и такие. И упоротые, и те, кто готовы к диалогу. Чарли Кирк, он не просто идеолог диалога. Он умел в диалоге отстоять абсолютно свою позицию. Он нигде и никогда не отступал от своей позиции. Он всегда ее отстаивал, но путем диалога. Не путем там, стрельбы, криков, насилия или чего-то, а путем диалога. Ну, я думаю, что это настало время именно таких политиков. Скажите, Игорь, на внимательный взгляд, война позволила вывести огромное количество коррупционных денег из Украины в Европу и выехать всем наживающимся и сейчас из Украины навсегда. А с ними все те, кто успел вырваться. Никто не вернется, 12% не устроившихся в Европе в новую уже страну. Уже 11 лет, как везде новости, в общем, оккупированная территория, мясорубка за ДНР. Вопрос, где, значит, ваша кахання, ненависть родной Украины? И вам, Александр, 90-х, где эти люди... Ну это про ролик меня спрашивают из Луганска 90-х годов. Ну где эти люди? Некоторые живы, некоторые поумирали. Где ваше кахання и ненависть к родной Украине? Вот так вот. Ну, послушайте, я очень люблю свою страну. Я очень критически отношусь к своему народу. Не то, чтобы я его не воспринимал, просто я знаю многие его болезни, я с ними сталкивался и сам ими болел. Поэтому, ну, мне это понятно. В отношении вы не правы. Большинство коррупционных денег не в Европе, а в арабском мире, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, в Омане, в Катаре. Зеленые гниды деньги прячут там. В Европе тоже есть, но по сравнению с тем, что уволокли туда, это крохи. Да, действительно, никто не вернется, даже если завтра кончится война. Ну, вернутся там единицы.
Но если правильно построить взаимоотношения между украинцами за межами, ну, Украины и украинцами в Украине, то будет синергия. Мгм. Через сколько это будет, как это будет и будет ли, зависит опять же от нас всех. Например, в Ирландии к этому пришли через, сейчас точно скажу, через 50 лет где-то. Ну вот в Ирландии к этому где-то пришли в начале 70-х и начали, ну, выстраивать все. А война кончилась в 20-м. То есть вот 50 лет, считайте, нищеты, нищебродства, все. А разбогатела и стала самое большое ВВП в мире сейчас в Ирландии. Благодаря тому, что привлекла всех своих соотечественников. Каждый 7 из 8 ирландцев живут за пределами Ирландии. Мгм. 4 были президентами США. Наталья, здравствуйте. В запорожских областных СМИ объявлено, 30 сентября в городе проводится учебная эвакуация. Какова вероятность того, что впоследствии ее не превратят в принудительную? И какие законодательные акты ссылаться, чтобы ее избежать? Смотрите, если вы взрослый человек, в отношении вас нельзя применить принудительную эвакуацию. Только в отношении несовершеннолетних детей. Второй вопрос, не перерастет ли? Ну, надо молить Бога, чтобы не переросло, но учитывая вот даже прошлую ночь, как кабами валили, то может быть все. И вопрос в том, что это к тому, что Александр во время эфира говорил о ситуации на фронте. Ситуация на фронте действительно очень плохая. И когда ее оценивают только по точкам, где находятся ну, силы вооруженных сил Украины и Российской Федерации, то это еще так себе. Но надо же оценивать и по выжженности земли, наявности оборонительных сооружений, что происходит в городах за спиной, ну, в той или Свет, другой, газ. свет, газ. Допустим, у русских за спиной фактически выжженное поле. Им глубоко фиолетово, куда и что. Они тянут за собой лагеря, они продвигаются, да, потом там идут, отстраивают что-то, ну, это самое, но это потом. А за спиной они не имеют ничего. У вооруженных сил Украины за спиной города, люди, мамы, папы, дяди, тети, дети, ну, все на свете. И, естественно, это ж бьет еще и по психике, психологии солдата, офицера и тому подобное. Ну, я с Ну, вами немножко не соглашусь, что за спиной там нет ничего. Все-таки Донецк, да, все-таки смотрите, там близко. Александр, То есть давайте города в быть Луганской объективными. области. Ну, Александр, давайте быть объективными. Вы абсолютно правы, но это, не сразу за спиной. Ну, вы понимаете, это расстояние. Я имею в виду не за спиной вообще, за спиной Москва у них есть, и Питер, вы понимаете, я имею в виду за спиной в тылу, вот здесь. Во-вторых, по поводу Луганска и Донецка, в рядах вооруженных сил Российской Федерации уже осталось довольно мало выходцев с этих регионов, о которых вы говорите. Значит, но тут вопрос в другом. Я хотел о другом вообще сказать. Я хотел сказать о том, что количество СЗЧ, которое доходит до 400 тысяч, это последствия в том числе провалов Генштаба,
провалов Верховного Совета с отсутствием демобилизации и невозможности ее, провала Кабмина, который, ну, вы знаете, лазят люди, мне звонят без рук, без ног, я извиняюсь за слово лазят, но уже доходит и до этого. В это ВЛК на какой-то третий этаж, а их посылают нафиг, и они месяцами оформляют инвалидность. Понимаете? И учитывая вот это все, видя это все, переживая за родных, близких, люди просто снимаются и уходят. Статистика говорит, что из 10 один, оказывается максимум 2 пригодными к ведению боевых действий, мобилизированных насильственно. Вот весь ответ на бусификацию, людоловство, на все эти вещи. Значит, Игорь Владимирович, добрый вечер. Иерарх ПЦУ высказался об отрицании русского святого Александра Невского по причине некоторых исторических контекстов. Смотрим на историю. Александр Ярославович разбил шведов в Невской битве. Ливонский орден в Пскове разгромил литовцев в литовском походе, ну и всем известное ледовое побоище. Куда ни посмотри, в настоящее время все самые ярко выраженные союзники, партнеры Украины. Совпадение ли это? Есть ли исторический контекст? К примеру, Владимир, Ярослав и прочие воевали только с тюркскими половцами, печенегами в междоусобных войнах, поэтому их ПЦУ не трогает. Ну, послушайте, Владимир воевал и с Константинополем, и со всеми. Это я бы не проводил такие яркие параллели. Это я бы списал на государственность церкви, о которой вы говорите. Когда начинается государствование церкви, то берется государственный стандарт истории. И, соответственно, он навешивается в том числе там, на святых, ну и так далее, и так далее. И Ну, святых не надо, ну, подождите. Они ж святые. Вы не мне, это ж не ко мне. Это Не, ну ладно, там политического какого-то деятеля, историческую фигуру там можно обгадить, забросать какашками. Ну куда ты, куда к святым? Смотрите, по логике этого самого, ПЦУ, по логике ПЦУ, святый патрон могила не совсем святый. Потому что он, во-первых, молдаванин был, ну, по происхождению. А только украинец должен быть. Не, ну, А украинцы были вообще тогда? ну, это же не мне, понимаете. Во-первых, он молдаванин, во-вторых, он покровительствовал священникам, которые шли и несли православие туда, на Москву, ну, будем говорить, на Московию тогда так называлось. Это самое, значит, в-третьих, он воспитал племянника, который потом всеми обозван как предатель Иеремию Вишневецкого. Вот. Ну и, короче, понимаете, то есть, если дать вот этим идиотам возможность, они перепишут святых, ну, мощи можно вытянуть, перетряхнуть. Илью Муромца надо на ДНК отправить, кто он там был, понимаете? Ну и так далее, и так далее. То есть вещи, я их называю просто сатанизмом. И церковь, которая, она вроде бы и не сатанинская, но это 100% государственная церковь, я ее называю обновленцей. Вот при большевиках была создана церковь обновленческая. Вот это ПЦУ, это обновленцы. Они даже своего духовного отца уже похоронили. Значит, чат трансляции. Возможно ли такая тема, что Россия берет кнутом и пряником
есть возможность на оккупированных землях, например, потребовать новое жилье в обмен разрушенного старого. Э, Это мы находимся в 21 столетии. Война 21 столетия– это прежде всего война ресурсов, это информационная война. И, естественно, будут делаться шаги со стороны там, одной, со стороны другой. Сколько пиар-шагов было со стороны, в том числе и Украины. Я не думаю, что пока не остановятся боевые действия, что что-либо подобное может быть массовым. М. Неля, женский вопрос. К вам Да. как к мужчине. Мосейчук красит волосы? Супруга мне подкрашивает. Видите, все открыто, Я все, сознался. все вживую. Сандерс, давайте на этом закончим. Сандерс спрашивает, значит, смотрите, Александр, что война не закончится, ваш прогноз уже не в силе, и какой прогноз Мосейчука? По поводу своего прогноза, смотрите, я не готов менять свой прогноз. Мне кажется, в этом году война закончится. Ну вот, я стою на том, что как бы, по всем разведпризнакам это мое мнение. Это мой вывод из того, что каждый день мы проживаем с вами в прямых эфирах, с гостями, обсуждаем эти новости, эти тенденции. Вот я думаю, что в этом году война закончится, потому что если она не закончится, ну в общем, короче, закончится. Это мой прогноз. Какой ваш? Александр, я скажу так, у меня 50 на 50. 50%, что я поддерживаю вас. Я считаю, что если до 20, 15-20 декабря мира не будет, то следующий год будет полноценно военным. Вот такие прогнозы, вот такой эфир получился. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Спасибо, Александр, вам, спасибо нашим зрителям, зрительницам, которые обращают внимание на прическу, и будем жить. Да, друзья, подписывайтесь на Мосейчука, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Сейчас YouTube колбасит, в общем, каналы подсанкционные, там и у меня, и у Игоря Владимировича, но это не беда, не мешает. Прорвемся. Прорвемся обязательно, и главное ваше участие. Хороший, добрый Кстати, комментарий сегодня суд был по санкциям. у вас. Да, тянут, перетянут. Я думаю, будут тянуть до последнего, пока их не вынесут. Ну, смотрите, там всего каких-то эти санкции введены на всего каких-то 10 лет. Какие у вас планы на ближайшие 10 лет, Игорь У Владимирович? меня есть планы на ближайшие 30 лет. Да, друзья, и всем вам таких же далекоидущих планах. Все равно жизнь продолжается как-то, как бы война не вносила свои жесточайшие коррективы. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся. Будем жить.